Видите эти штрихи? Этот рваный ритм, текстуры. А это? А может быть даже это? Все они разные, но у них есть кое-что общее. Все они появились после одного события. Spider-Verse перевернул представление о том, какой может быть анимация. А кто перевернул Spider-Verse? Альберто Миелго. Художник, чьи работы не просто выделяются, они выбивают привычные из головы. Он не работает в жанре, он работает в ощущении. На его счету 4 Эмми, 2 Энни и Оскар. А также десятки сцен, которые ты просто не можешь забыть. Он был одним из тех, кто на старте Spider-Verse задал визуальный темп. Потом выдал Свидетеля, 12 минут визуальной паники и паранойи. Затем Джибара, ритуал, от которого мурашки до сих пор. А потом просто ушел в игры, Watch Dogs и Марафон, чтобы сделать из них артхаус. Он пишет, он раскадровывает, он контролирует каждый пиксель. Это человек, который заходит в проект и делает все по-своему. Сегодня вы узнаете, как Альберто Миелго переписал визуальный язык анимации и почему индустрия до сих пор догоняет это. Никаких академий, дипломов или выставок до того как. Уже в 17 лет он начал работать на анимационной студии. Просто потому, что умел и хотел рисовать. Он самоучка. Вместо академки часы в фотошопе, эксперименты, боли, пиксели. А масло, холст и классика – все это пришло потом. Сначала, как у всех у нас, был чистый интерес и фотошоп, в котором он учился рисовать по наитию. И уже через это открыл для себя остальное. Этот неформальный путь не помешал его росту. Наоборот, страсть к делу и тяга к новым формам привели его в индустрию очень рано. Лондон, Париж, Берлин, Токио. Он мотался по городам, и каждый из них что-то оставлял в его визуальном языке. В его статических шортсах в Инстаграме видно всю ту его любовь к городам. Для него они живые. Уже в 2000-х он был на серьезных продакшенах. Труп невесты у Бёртона, визуалы для Битлз и немного магии в Гарри Поттере. Настоящий буст у Миелго случился в 2013-м, когда его позвали в Дисней. Проект «Трон Восстания». Им нужен был стиль, которого еще не было. Не как у Pixar, не как в комиксах, а что-то свое. И вот тут Миелго лучший вариант. Вместе с режиссером Чарли Бином он перепрошил визуал Трона. Смесь фотореализма и абстрактной стилизации. Движение, как будто у тебя под глазами флексит неоновая опера. Это бешеная энергия и скорость, которая так хорошо смотрелась в артах для Гарри Поттера, принесла ему Эмми и Энни. Но главное, после Трона, его имя перестали гуглить и начали обсуждать. Миелго стал не просто художником, а тем, кто переписывает каноны. Неудивительно, что в 2015-м его подтянули в Sony. Еще на зародыше Человека-паука через вселенные. Тогда это был просто новый проект про Спайди, и именно Миелго начал закладывать его визуальную основу. Он сделал тестовую анимацию, нащупал ритм, текстуры, резкость, дерганую, рваную подачу. То самое чувство, будто комикс ожил, но не по шаблону, а с характером. И все, что потом стало фишкой Spider-Verse, родилось тогда, на его черновиках. Его раскадровки отличались нестандартными ракурсами, использованием текстур и цветовых решений, вдохновленных уличным искусством и граффити. Он не хотел, чтобы анимация выглядела как классическая 3D-шка или мультик. Он рисовал каждый кадр так, будто это картина, со светом, мазками, зерном, пылью и пятнами. Его раскадровки выглядели как мрачные текстурные иллюстрации, не как предпродакшн к мультфильму, а как обложки артбука. Большинство художников делают чистые силуэты и чистый лайн-арт и очень ценят это. Миелго сказал: нет, мир не такой. Его цвета часто текут, свет пересвечивает, а текстура всегда чувствуется. Он рисовал сцены с точки зрения дрожащей камеры, как будто аниматор — это оператор-документалист.
Это был полный отход от стандартного пайплайна, где все статично, ровно и предсказуемо. Аниматоры из команды сами говорили, Миелга задал темп, эстетику и язык. Он не просто был на проекте, он показал, как это должно двигаться, как должен дышать кадр. Без него не было бы этого фильма в том виде, в котором мы его знаем. Но в титрах Миелга нет. Точнее сказать, он есть в титрах как визуальный консультант, хотя вначале он приходил на арт-директора, на художника-постановщика всего фильма. Контракт закончили до продакшена, и, как он сам говорит, расстались нормально, без драмы. Даже благодарен, мол, дали порисовать и не мешали. Но факт остается фактом, его стиль стал основой, а имя осталось за кадром. Когда в 2018-м через вселенные выстрелил, взял Оскар и поменял всю анимацию, никто уже не вспоминал, кто это все запустил. Хотя после ухода Миелга дальнейшие дизайнеры взяли его за основу, но адаптировали под более гладкий продакшн. Некоторые сцены из его тестов вошли в фильм почти без изменений. Это доказано в официальном артбуке и интервью. Его ранние сцены для Spider-Verse были настолько живописны, что Sony сначала не поняла, как это производить, потому что не было технического пайплайна, чтобы превратить это в анимацию. Также он один из первых, кто предложил встраивать текст, графику из комиксов, прямо в анимацию, не как декор, а как нарративный элемент. Он считал, что комиксы не жанр, а визуальный язык, который нужно оживить, а не копировать. Он отказался от чистого 2D и 3D, предложил нечто гибридное и живое. Да-да, как раз то самое, что сейчас меняет анимацию к лучшему. Но опять же, Sony не готовы. Спасибо за работу, до свидания. Параллельно с работой в больших студиях Миелга не сидел на месте. Он всегда тянулся к своему. Еще в 2000-х он запустил Pinkman TV, независимую студию, творческую лабораторию, где можно было делать анимацию без ограничений, без продюсеров за плечом, просто как хочется. Тестить, рисовать, ломать форму, собирать заново. И вот этот подход делаю сам как вижу. Потом сыграл ключевую роль, потому что, когда появилась возможность снять авторский фильм, он не начинал с нуля. У него уже был опыт, своя площадка и, главное, четкое понимание, как должна выглядеть анимация мечты. 3 слова: любовь, смерть и роботы. Вот тут для Миелга все и щелкнуло. Антология от Netflix, где продюсеры, вроде Финчера и Тима Миллера, решили дать анимации свободу, которой ей обычно не хватает. Никаких короткометражек для всей семьи, только жесткие темы. Стиль, риск, кровь, секс, психоделика – все, что в обычной анимации вырезают первым делом. У Миелга есть своя привычка, как и у многих художников в традишке, часто рисовать обнаженную натуру. В портфолио полно работ, которые просто так на YouTube не выложишь. А Netflixу как раз такое и надо. И вот туда-то и попадает Миелга. Первый сезон, 2019 год. Ему дают эпизод «Свидетель», и он разрывает шаблон. Визуал как будто склеен из граффити, стрит-фото и видеоклипов. Все движется на бешеном ритме, камера летает без тормозов, лица дергаются, улицы мокрые, город чужой. Это не просто красивая короткометражка, это чистый визуальный удар. В этом бешеном темпе, который Миелга показывал еще на своих работах в Гарри Поттеру и Трону, просто не успеваешь понять, как это и что это было перед тобой, и как это сделано, что здесь используется. 3D, 2D, это фото, фильм или что это. Ты успеваешь понять только одно – это искусство. И ты такого раньше не видел. Для Миелга это был не просто шанс, это была площадка, чтобы наконец-то показать, что он умеет, когда никто не мешает. И он это сделал. «Свидетель» — это 12-минутный анимационный триллер, сюжет которого закручен вокруг девушки, случайно увидевшей убийство в доме напротив, после чего начинается бешеная погоня по городским улицам. Эта короткометражка мгновенно приковала внимание зрителей своей визуальной дерзостью. Во-первых, Миелга здесь дебютировал как сценарист. Мы помним, что он любит скорость. И он решил ее закольцевать. Парадоксальная временная петля, что добавляет глубины и заставляет пересматривать финал заново. Во-вторых, визуальный стиль эпизода просто невозможно перепутать ни с чем. Альберто соединил, казалось бы, несочетаемое. Гиперреалистичные детали, город кажется живым и осязаемым, и одновременно ярко выраженную стилизацию под, беру в кавычки, комикс или живопись.
Кажется, будто сначала сняли игровой фильм, а потом поверх прорисовали анимацию. Настолько правдоподобно выглядит движение камеры и персонажей. Реально, операторская работа в «Свидетеле» напоминает кино. Камера дрожит при беге, резко меняется фокус при выскакивании героини из тесного помещения на открытой улице. Изображение подчас на долю секунды теряет резкость, как будто объектив моргает. Эти VFX, легкая размытость, шум пленки, живое движение камеры были намеренно добавлены на стадии постобработки. И хотя зритель может не осознавать их, интуитивно они создают ощущение реальности происходящего. И плевать, что там куча стилизаций, штрихов и прочего. Благодаря всем этим эффектам мы уже верим, мы уже хотим дальше и больше. Все начиналось с motion capture. Актеры реально играли сцены, бег, танец, резкие повороты, сняли движения, получили базовую анимацию. Вся эта живая пластика потом шла на переработку. Кадры пересобирались вручную, движения дорисовывались, искажались, камера будто с плеча, она дрожит, влетает, вываливается из фокуса. Это не ошибка, а художественный выбор и такой стиль. Сам визуал — это новоизобретенный пайплайн. Все шейдеры, текстуры, свет, кастомные. Поверх 3D-рендера еще накладывались эффекты, чтобы картинка казалась рисованной. Где-то видно линии, как в комиксе. Где-то текстура становится зернистой, как будто снята на старую камеру. Все немного плывет, специально. И из-за этого картинка становится живой, но не глянцевой. Цвет и свет тоже работают как у оператора, а не у 3D-программы, потому что где-то все жестко пересвечено, баланс белого просто выпекает нам 90% кадра, а где-то тонет в тени и абсолютно ничего не видно. Такая художественность кадра, такое присутствие контрастов, света и тени практически исчезло из современного кино. Все ужасно плоское, абсолютно нет никаких источников света и четких контрастных теней. Здесь же все наоборот. И при небольшой стилизации это выглядит все равно гораздо реалистичнее и художественнее любого фильма. В итоге «Свидетель» ощущается как погоня внутри сна. Все дергается, но при этом с ритмом. Визуально ты не отдыхаешь. И в этом сила короткометражки. Здесь анимация — это не просто способ показать движение. Это часть рассказа. Она задает тревогу, ритм и визуальный стресс. И это как раз тот случай, когда стиль не поверх истории. Стиль — это и есть сама история. Фоны — это вообще отдельный разговор. Это не просто задники. Полноценные цифровые картины, детализированные, текстурные, с ощущением глубины. Об этом он говорил: я не пытаюсь копировать ни Disney, ни аниме, ни Pixar. Меня интересует, как работает глаз. Что он улавливает в первые секунды. Этим он реально похож на импрессионистов. То есть он пытается словить образ, впечатление. Он не лепит в кадр все сразу, он вставляет только то, что важно для восприятия. Все лишнее в сторону, и поэтому его анимация кажется живой, почти реальной, но при этом не перегруженной. Тут нет этой цифровой боли, когда все блестит, шумит и орет: «Посмотри, как мы умеем». Он не фотореалист, он наблюдатель. Он дает дыхание картинке. Как сценарист он не вшивает смысл в каждый пиксель. Он создает пространство, в которое зритель может войти и додумать сам. Из-за этого возникает тот самый эффект. Все вроде просто, но ощущение реальности прям... «Свидетель» выстрелил сразу. В комментах, в обзорах, в рецензиях одно и то же. Мы такого еще не видели. Кого-то цепляла откровенность, кого-то безумный визуальный напор. Кто-то возвращался по 3-4 раза, чтобы понять, что вообще произошло. Но реакция была почти универсальной. Это работает. И это невозможно забыть. Разумеется, короткометражка моментально стала хитом. 3 Эмми, включая лучший короткий метр и арт-дирекшн. Энни тоже в копилку. И вот здесь Мьелга выходит на передний план. Из нишевого художника, который рисует концептики ко всяким там Гарри Поттерам и Тронам, международное имя. Его стиль начали разбирать по слоям, его подход изучать, его работы копировать. В какой-то момент на ArtStation было так много работ, вдохновленных Мьелга, что еще тогда казалось, он не может не повлиять на индустрию. Но самое интересное, как отреагировали коллеги по цеху. Для многих это стало щелчком. Погоди, анимация может быть вот такой?
Ни детской, ни комиксной, ни киношной в лоб, а взрослой, чувственной, напряженной, с телом, с улицами, с дыханием. Это был не просто удачный эпизод, это был поворот. По силе воздействия его начали сравнивать с тем, что когда-то сделал Дисней, потом аниме, а потом Pixar. Мелга пришел со своими 12 минутами и сдвинул границы. То, что еще пару лет назад считалось слишком смелым, резким, слишком авторским, чего боялись большие дяди с кошельками, стало новой нормой. И все началось с этой 12-минутной петли, где девушка в латексе бежит сквозь неоновый город, и никто не понимает, что происходит, но просто не может оторваться. После «Свидетеля» Миелга не стал отдыхать, он сразу же пошел дальше, и в 2020-м влетел в игровую индустрию с трейлером для Watch Dogs. Он сделал не просто промо-трейлер, это не просто реклама под музыку, это мини-фильм с его подачей, нервом и ритмом. Что внутри? Лондон будущего, город на грани, протесты, дроны, бетон, камеры на каждом углу. Уличный стиль смешан с цифровым контролем. И в этом хаосе обычный парень в худи, которого система давит. Только в какой-то момент он решает, хватит. И тут начинается его любимый экшони, камера дергается, как будто ты сам внутри, картинка скачет, кадры рвутся, все ощущается максимально личным, как и в «Свидетеле». Только здесь вместо эротики и паранойи страх, цифровое давление и момент, когда человек делает шаг против всей этой машины. Даже такие вещи, как QR-коды на стене или падение с моста, сняты как финал сцены в кино. Свет от неоновых вывесок, лица в тени, фактура бетона, дыхание города – все та же визуальная плотность. За 2,5 минуты Миелга делает из банального экшена маленькую революцию. Через цвет, монтаж и камеру. Этот трейлер для Watch Dogs, разумеется, вообще выбивался из общего маркетинга, как артхаус среди баннеров с героями в позах. Все остальные продавали продукт, а Миелга продавал ощущения. Он снова сделал по-своему, не просто красиво, а так, чтобы врезалось в память. Даже если ты не интересуешься игрой, ты это видел. Ну и, конечно, как повелось, Миелга отвечал за концепты, постановку, режиссуру, от сторибордов до финального монтажа, визуальные стили, разумеется, руководство анимацией и руководил всеми 70 людьми, которые ему помогали. Но главное случилось чуть позже, когда он вышел за пределы антологии и сделал полностью свой фильм. «Стеклоочиститель» 2021 года. Работа без рамок, без сеттинга, без Netflix над плечом. Это уже не трэш-эксперимент вроде «Свидетеля», а фильм-рефлексия. Медленный, личный, собранный из визуальных виньеток про одиночество, близость и странную природу любви. Кафе, пляжи, улицы. Люди приходят и уходят, без дидактики, без финала в духе «вот в чем суть». Просто ощущение жизни, в котором что-то задевает. Это Миелга, но на других оборотах. Без паранойи, но с той же точностью. С тем же вниманием к деталям. С тем же визуальным чутьем. Тут все строится на наблюдении. На том, как человек смотрит на другого. На том, как тишина может быть громче слов. Многие сцены — это его личный опыт. Путешествия, люди в метро, городские моменты, мимолетные взгляды. Как и всегда, визуал живой, плотный, с недосказанностью. И именно это и работает. Это не нарисованный фильм, это фильм, в котором нарисовано только то, что надо почувствовать. И да, в 2022 он за это получил Оскар. Лучший анимационный короткий метр. Без мейджоров, без армии аниматоров.
Просто маленькая команда, большой контроль и авторская подача. Этим фильмом Мелга окончательно закрепился как режиссер, которому не нужен гигантский продакшн, чтобы сделать работу, которая обгонит студийных гигантов по эмоции и точности. Без отдыха в 2022 году Мелга снова ворвался в «Любовь, смерть и роботы». И если после «Свидетеля» кто-то еще сомневался, что он способен удивить второй раз, Джибара просто уничтожил все сомнения. Это уже была не неоновая погоня по урбанистическим трущобам, а нечто дикое, первобытное и ритуальное. В этот раз он взял старый миф о сирене, но вывернул его наизнанку, стерев все клише и штампы. Вместо соблазнительной певицы немая, дико украшенная сирена, усыпанная золотом, как ритуальная статуя, а в роли рыцаря глухой конкистадор, у которого нет возможности слышать ее зов. Вместо слов только жесты, звуки, ритм тела, страх и влечение. Ни одного диалога, ни одной строчки, только визуальный и звуковой ритм. И это работает сильнее, чем любая реплика. Сюжет становится на странном гипнотическом притяжении двух существ, которые не могут понять друг друга. И именно в этом вся трагедия. Это не любовная история, а ритуал разрушения, где страсть и жестокость сливаются в танец. Ты не просто смотришь, ты чувствуешь, как это все вибрирует, трещит, скребет по коже. Огромную роль здесь играет звуковой дизайн, и это чуть ли не первый случай, когда звук становится вторым режиссером. Эти металлические звяки, хруст золота, бешеный стон сирены, резкие контрасты тишины, когда мы слышим мир глазами глухого героя, это гениальная работа с восприятием. Мелга просто отключает зрителю привычный канал коммуникации, слова, и заставляет воспринимать мир через плоть, ощущения и угрозу. Это опять наваливается на зрителя, и мы не можем просто представить и понять, как это сделано, что это и что с нами происходит в этот момент. Это какой-то бешеный акт искусства, который хочется поймать и проанализировать, но у тебя просто не выйдет. Он пронесется перед тобой, как те самые концепты из раннего творчества Мелга для Гарри Поттера и Трона. И только потом, при пересмотре, ты ставишь на паузу, или потом заходишь на ArtStation и чекаешь арты. Это не просто красиво, это опять шокирует. Каждая деталь доведена до предела. Мокрое золото, скользкая кожа, туман, мох, кровь в воде, грязь на доспехах, блеск ритуальных украшений. При этом ни грамма прилизанности, все живое, дикое, грязное. Красота, которая одновременно отталкивает и завораживает. И в этом, возможно, суть всего эпизода. Мелга хотел почувствовать на себе атмосферу дикой природы, которую передает в этом эпизоде. Он говорил, что только через личный опыт мог достоверно передать, как ведет себя свет сквозь листья, как отражается вода и дрожит трава от шагов. Он буквально около недели спал в лесу для того, чтобы слушать окружающие звуки, наблюдать за водой, ветром и движением растений. Мелга запретил использовать музыку на ранних этапах, чтобы не поддаваться ритму. Движения должны были рождаться из эмоций и внутренних мотиваций, а не из бита. Потом, наоборот, когда все движения были готовы, он добавил звуки и музыку, подстраивая их под тело, а не наоборот. Мелга хотел, чтобы вода выглядела как настоящая, но при этом жила по законам сна. Он записывал, как свет ложится на воду в разные часы суток, прогонял рендеры с сотнями параметров отражения и искажений, отказывался от стандартных симуляторов, потому что они выглядели мертво. После релиза он признался, что выгорел эмоционально и физически, потому что был одержим каждой сценой. Он буквально жил в голове у сирены и рыцаря. И это видно. Джибара не просто эпизод, это болезненное произведение об одержимости, сделанное с содержимостью.
Джибара сразу стал событием. Вирусные ролики, десятки фан-теорий, реакты, арты, разборы сцен по кадрам, все вот это вот. И вполне заслуженно взял Эмми за лучший анимационный короткий метр. Но важнее другое. Многие критики назвали его кульминацией авторского почерка Мелга. Здесь все, за что его любят. Абсолютная свобода формы, отказ от клише, физическое ощущение кадра и, главное, баланс между дикостью и поэзией. Он делает не красиво, он делает живо. Ну и как обычно, он сделал это практически в одного. Одна из самых диких фишек Мелга. Не в смысле, что он проверяет финальную версию, а в смысле сценарий, раскадровка, дизайн, окружение, свет, камера, ритм, монтаж — все проходит через его руки. Это не тот режиссер, который сидит с планшетом и говорит «чуть левее». Он реально вкручивается в каждый этап, от первого эскиза до последнего рендера. Каждый кадр у него как запись в личном дневнике. Не потому что он перфекционист, потому что у него цельное мышление. Все связано, все логично в его голове. Если отдать кусок кому-то, пропадет часть смысла. Он не боится делегировать. Просто не делегирует то, что важно для ощущения. А у него все про ощущения, упс. Про его перфекционизм почти как байки. На свидетеле он не выдумывал город из головы. Он поехал в Гонконг и бродил по улицам, фоткал лужи, отслеживал, как ложится свет на окна, как двигаются люди, а потом возвращался и воссоздавал этот нерв на экране. Не просто как реальность, а как ощущение. Благодаря этому даже самые безумные его сцены ощущаются на удивление живыми. Сирена в золоте, петля времени, мертвые танцы. Ты веришь в них, потому что у них есть текстура настоящего. И да, сегодня он на пике формы. У него Оскар, пачка Эмми, какие-то там Энни и куча признания от индустрии. Но он не сбавляет ход. Он не повторяется, не пытается выжать еще один свидетель. После «Стеклоочистителя» он сказал, что работает над первым полнометражным фильмом. Никто не знает, о чем он. И от этого ожидания только сильнее. Все, что мы знаем, это то, что будет не похоже ни на что. Как всегда. Ну и вот пока мы все это ждем, Мелга опять идет в геймдев. И делает это как умеет, громко и со стилем. Он снял короткометражку для анонса новой игры Bungie «Марафон». И это не трейлер в привычном смысле. Это чистая, выверенная визуальная поэзия. За пару минут он успевает показать драму, тревогу, религию смерти, киберпанк и выжженный космос. Это даже не реклама, это как будто отрывок из фильма, который ты хочешь досмотреть, но он обрывается, оставляя пульс с перебоями. Продакшн трейлера длился несколько месяцев. Мелга работал с кастомной CG-командой не через игровые ассеты, а через собственный пайплайн сборку. Все сцены были встроены в Unreal, но с мощной стилизацией поверх анимации, подправленной вручную, чтобы не было ощущения слишком гладкой синематики. Он опять делал раскадровки, буквально рисовал сцену за сценой, чтобы все ощущалось именно так, как в его голове. Это стопроцентная режиссура кадра, композиции и темпа. Опять кастомные шейдера, цветокор. Для марафона он попросил сделать особую систему обработки света с мягкой зернистостью, бликами на линзах, киношным ощущением объектива. Музыку и звук он также делал с нуля. Ни одной библиотеки, все звуки собирались с поля, шумов, дыхания, удара металлов. Сам Мелга участвовал в миксе, делая звук не просто фоном, а частью нарратива. Это звук, от которого тебе становится физически не по себе, как будто ты на исповеди у искусственного интеллекта. Он даже настаивал на асимметричном монтаже. Некоторые кадры держатся дольше, чем надо намеренно, чтобы вызвать дискомфорт. Это не баг, это эстетика тревоги. И это чувствуется. Трейлер «Марафон» выглядит как утерянный фрагмент из фильма, который тебе нельзя было смотреть, но ты смотришь и хочешь еще.
У Мелга есть то, что ценится превыше всего в искусстве — самобытный почерк, который сразу узнается. Его визуальный стиль часто описывают как ожившая картина. Кадры невероятно детализированы, но при этом в них всегда чувствуется рука художника или штрих кисти. Мелго добивается эффекта, при котором анимацию зрители воспринимают как реальность. Хотя это явно не попытка имитировать живое кино дословно. Он умело балансирует на грани между реализмом и условностью. С одной стороны, его картина мира предельно проработана, архитектура, свет, фактура выглядят достоверной. С другой стороны, он избегает чрезмерной фотографичности, используя приемы импрессионизма и комикса. Лишние детали могут быть опущены, а контуры нарочито подчеркнуты. Движение гротескно утрировано там, где это служит выразительности. Цветовая палитра в его работах заслуживает отдельного упоминания. Режиссер смело играет с цветом и контрастом, создавая сильный эмоциональный фон каждой сцены. Достаточно вспомнить неоновые краски ночного города в «Свидетеле» или золотой блеск и алую кровь Джибара. Не менее важна для Мелга режиссура и повествование. Его истории, как правило, нацелены на 18+, и поднимают сложные темы или экспериментируют с формой. Он не боится показывать откровенные или шокирующие моменты, если это необходимо для драматического эффекта. При этом в его фильмах часто присутствует элемент загадки и недосказанности. Мелго считает, что искусство привлекает именно тайной и вызовом, нарушением шаблонов. Поэтому финалы его истории нередко оставляют простор для интерпретаций, заставляя зрителя обдумывать увиденное, будь то цикл незаконченных отношений в «Стеклоочистителе» или мистическая петля судьбы в «Свидетеле». Работы Мелга побуждают к размышлению и обсуждению. Современники и коллеги высоко ценят вклад Мелга в развитие анимации. В индустрии его называют новатором, сравнивая влияние с легендарными творцами прошлого. Даже именитые деятели из смежных сфер признаются в восхищении. Хидео Кодзима, человек, который 20 лет назад придумал, что можно прятаться в коробке и делать игры как артхаус, назвал Мелга гением анимации, стоящим за стилем Спайдермена. Такая оценка от создателя Metal Gear дорогого стоит. Критики отмечают, что Альберто расширил представление о том, какой может быть анимация. Его визуальный язык вдохновил новое поколение художников. После успеха проектов Мелга крупные студии стали смелее экспериментировать с эстетикой. Стремление придать анимационным фильмам авторский почерк, уникальную стилизацию уже не выглядит рискованным. Можно сказать, что работы Мелга поспособствовали всплеску интереса к анимации для взрослой аудитории, где упор делается не только на сюжет, но и на визуальное совершенство. Наконец, самое главное — это любовь зрителей. Несмотря на авангардность, фильмы Альберто не холодные интеллектуальные упражнения, а эмоциональные истории, которые цепляют за живое. Его внимание к деталям не самоцель, а способ погрузить нас в мир героев с головой. Каждая мелочь на заднем плане, каждый отблеск света или звук в его фильмах работают на настроение и драматургию. Именно за это публика и ценит Мелга. За способность через визуальные образы рассказывать захватывающие искренние истории. Он доказал, что анимация — это не жанр для детей, а полноценный вид искусства, где можно говорить на любые темы, на языках цвета и движения, без слов. Биография Альберто Мелга — это история про то, как страсть и упрямство могут свернуть горы. Самоучка из Мадрида, который рисовал в фотошопе вместо академии, прошел путь от аниматора-фрилансера до человека, получившего Оскар и поменявшего восприятие анимации во всем мире. Он не просто нашел свой стиль, он врезал его в индустрию так, что теперь мимо не пройдешь. И при всем этом он только начинает. У него нет ощущения, что он на вершине, и можно расслабиться. Наоборот, каждая следующая работа — это шаг в новую зону риска. И это чувствуется. В интервью он как-то сказал: «Я люблю анимацию больше любого другого искусства, потому что в ней есть все искусства сразу. И в этом весь он. Потому что именно с таким подходом он и работает. Как будто берет все, что возможно в кино, живописи, звуке и фотографии, и смешивает это в одном кадре.
который не просто смотришь, а проживаешь. Именно поэтому Мелга вдохновляет сильнее других, и за его карьерой хочется следить дальше, как за захватывающим фильмом, где ты не знаешь, что будет в следующей сцене, но знаешь точно, это будет сильно. И да, в титрах уже будет написано Альберто Миелга.